Привет! Я планировал продолжить это выживание версии 1.17, но ее уже просто невозможно ждать. К тому же, для нас не представляет сложности сменить локацию, ведь у нас есть самолет, в котором мы перемещаемся, храним вещи, крафтим, прячемся от монстров. А когда мы находимся на земле, горящий самолет и столб воды образуют маяк, который видно с расстояния в 16 чанков. Именно такая у меня дальность прорисовки. Для тех, кто не видел прошлые 10 серий, вкратце расскажу, чем мы занимаемся и как оказались здесь, с этим лутом. Мысль была такая – сделать бесконечное приключение, но при этом проходить игру. Одним из относительно безопасных способов перемещения является лодка, а точнее являлась. Но с версии 1.13 появились морские зомби, подводные крепости со скримерами, словом, море стало опасным. К тому же на воде делать нечего, и водоемы ограничены. То ли дело небо. Я собрал простейшую летающую машину по видосу у Мамбо Джамбо. Сделал это в креативе, но ее вполне можно было сделать в выживании часа за 1,5-2. В общем, я выбрал оптимальную высоту – 125. На этой высоте мы можем пролететь практически все горы. Построил машину, добыл первые блоки и улетел по увеличению координаты Z. Когда мы находили интересные места, останавливали машину, делали с нее водопад и исследовали мир. Нашли много полезностей, наторговали зачарованных предметов, копали сокровища, умирали в пещерах, пару раз сходили в Нижний мир и улучшили машину. Исходная машина имела только вагонетку и фонарь на носу. Через некоторое время мы добавили еще одну вагонетку с сундуком. Затем обжились эндер-сундуком и киркой с шелковым касанием. В последних сериях мы выстроили железную дорогу, чтобы посадить в тележку жителя, путешествовать с ним и прокачивать торговлю. Вполне можно будет менять жителю рабочий стол и открывать новые сделки. Единственное условие – нужно, чтобы стол двигался вместе с машиной. Теперь у нас на постоянку появились шейдеры. В первой серии я сидел на другом компьютере и улучшил его с течением времени. Начальный компьютер состоял из 4-ядерного Athlon 840 и GT 1030. Теперь же это Xeon E5 2420 V2 и GTX 1650 Super. Если вам интересна тема железа, на моем канале полно роликов про компы. Ну и также расскажу о планах в этом сезоне. Для того, чтобы сделать наше путешествие более быстрым и комфортным, нам потребуются две вещи – элитры и шалкербоксы. Для этого нам нужно идти в край, но для начала нужно найти крепость. Вообще у нас нет проблем со стержнями ифритов и жемчугом Эндера, но нам нужно подготовиться получше. Как минимум сменить ботинки и шлем и купить пару пачек стрел. Постараемся раскачать этого чувака для получения, например, кирки на удачу. Так дело пойдет веселее. Кстати, житель каждый раз при перемещении стола переодевается. Вот есть школьники в комментах и другие личности, которые на ходу переобуваются, а этот переодевается. Периодически он еще работает на этом столе. Словом, вместе с движением нашей шайтан-машины производится несколько психоделический шум. Можете послушать. Я вижу портал, но до него бежать далеко. Если вокруг появится еще что-нибудь интересное, слезем. Спустя, может, километр мы нашли деревню за горой, в которую, думаю, стоит забежать. Но до портала мы не пойдем. Спускаемся почти что ночью и занимаем горизонтальное положение. Это абсолютно тухлая деревня. Никто здесь не хочет иметь профессию, кроме священника. Задерживаться здесь нет смысла, и чтобы не уходить пустыми, давайте хотя бы настучим угля, чтобы затем продать нашему инструментальщику. Но на горе оказался еще один портал, который я заметил к тому моменту, когда собирался валить. До него можно было и не бегать. Из полезности здесь только блок золота и золотая куртка, которая, скорее всего, пойдет на разочарование или просто за борт. Отправившись в путь, я понял, что поршень уничтожил источник воды. Теперь у меня будут только два варианта безопасно спуститься. Использовать уловку с перезаходом во время падения, если она еще работает, либо просто сигануть в водоем глубже 1 метра. Через некоторое время на краю прорисовки я увидел костры, очевидно деревни. Ночью поиск интересных мест упрощается. Возможно, еще из-за шейдеров, которые делают яркие места ярче, а темные еще темнее. Почти на одном уровне с огнями я обнаружил озеро, в которое успешно приземлился. На берегу нас встречают криперы, и вообще порох нам в далеком будущем понадобится, но не сейчас. Мне пригодятся блоки, чтобы вернуться на борт.
Если опустить то, как я бегу до деревни, ковыряясь в чужих сундуках, то у местного инструментальщика есть неплохие мечи с заговором огня. Возьмем парочку, чтобы впоследствии сковать их и получить максимально убойный меч. Забрался к самолету, поднял уровень жителей на борту за счет всех своих ископаемых, кроме алмазов, конечно. Их у меня, кстати, всего 4 штуки. И, пожалуй, на сегодня будем заканчивать. Увидимся в следующей серии, если захотите.